Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что подключаемые гибриды Audi Q5 и i7 вероятно получат больше аккумуляторов к 2022 году. Дополнительный сок должен помочь сделать жизнь с этими ФЭФ еще проще. Билл Гейтс однажды сказал: если бы General Motors не отставала от технологий, как компьютерная индустрия, мы бы все ездили на автомобилях за $25 с пробегом в 1000 миль на галлон. Он не ошибается. Мир технологий обычно развивается со скоростью, намного опережающей темпы развития автомобилей. Но по мере того, как наступает эпоха электрифицированных автомобилей, улучшения в технологии аккумуляторов происходят быстрее, чем когда-либо. И Audi только что объявила об обновлении своих гибридных электромобилей Q5 и i7. Два ФЭФ были выпущены менее 2 лет назад вместе с группой других Audi ФЭФ, которые мы не получаем здесь, в Штатах, и только недавно появились на рынке США. Теперь Audi объявляет об обновлении аккумуляторных батарей в обоих автомобилях, что делает их еще более привлекательными. Хотя эти обновления дебютируют на моделях за пределами США, мы понимаем, что они появятся на американском рынке ФЭФ i7 и Q5 в 2022 модельном году. Подключаемые модули Q5 и i7 теперь оснащены аккумуляторными батареями на 17,9 КВТЧ по сравнению с предыдущими блоками на 14,1 КВТЧ. Это изменение не является частью серьезной замены модели, или даже обновления батареи были просто переупакованы, сказал нам представитель Audi, добавив емкости, не занимая больше места. Просто показывает, что технология аккумуляторов уже более эффективна, чем 2 года назад, и в результате увеличился диапазон электромобилей как для i7, так и для Q5. Поскольку Apple еще не оценила эти автомобили, мы не знаем, какой дополнительный запас хода получит. i7 ФЭФ и Q5 ФЭФ получают 24 и 19 миль диапазона F с рейтингом Apple с теперь устаревшим аккумулятором, поэтому независимо от окончательного числа, мы уверены, что это будет больше. Для контекста, i6 ФЭФ, который Audi не продает в Штатах, получает увеличение дальности более чем на 20 миль в новом европейском ездовом цикле. Нам придется подождать, пока цифры Apple увидят, какой выигрыш мы здесь должны ожидать. Мощный и динамичный, обновленный Q5 сочетает в себе комфорт и производительность под одной крышей. Похоже, это было только вчера, когда я ехал на Audi Q7 2020 года по шоссе Анджелес-Крест, прежде чем этим летом пылающий пожар Bobcat прорвался через этот район гор Сан-Габриэль. Этот трехрядный семейный внедорожник идеально сочетает в себе спортивность с комфортом, который ищут родители-энтузиасты. Тем не менее, Audi Q5 2021 года остается популярным членом семьи. Линейка Q5 составляет около 25% продаж Audi в США, и с 3 доступными вариантами: обычным Q5C, эффективным Q5 FEF и спортивным из Q5 немецкий бренд хорошо покрывает свои базы в самом популярном сегодня сегменте. В 2021 модельном году Q5 получит обновление в середине цикла, которое продолжится там, где остановился Q5C. С турбированным двигателем V6, полным приводом Quattro и быстрой коробкой передач динамический вариант объединяет принципы Q7 в компактном корпусе. Приятный на автостраде и энергичный на дорогах каньона, Audi Q5 2021 года — это веселый внедорожник, сочетающий повседневную полезность с потребностями энтузиастов. Audi Q5 2021 года. Под капотом, несмотря на то, что Q5 не обладает такой же впечатляющей мощностью, как более крупный Q7, который несет Twin Turbo V8 мощностью 500 лошадиных сил и 568 фунт-футов, этот более тонкий внедорожник все же впечатляет. По оценкам Audi, при мощности 3,0-литрового двигателя V6 с турбонаддувом, мощностью 349 лошадиных сил и 369 фунт-футов, Q5 разгонится до 100 км/ч за 4,7 секунды, на 0,4 секунды быстрее, чем модель 2020 года по их секундомерам.
Хотя это те же показатели двигателя и мощности, что и у модели до обновления, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия была откалибрована с новыми передаточными числами и передаточным числом ведущей оси, а также перепрограммирована система управления запуском, все это помогает добиться лучшей производительности. Числа. Мы обязательно скоро отправимся на трек, чтобы сравнить наши цифры. Однако на дороге SQ5 больше похож на горячий хэтчбэк, чем на горячий внедорожник. Низкий крен кузова и отличное сцепление с дорогой упрощают управление на крутых поворотах. Во время поездки в каньон Латиго в Малибу, который представляет собой извилистую дорогу, ведущую вверх по горному хребту, SQ5 ни разу не колебался, несмотря на крутые подъемы и высоту. Крутящий момент передается на низких оборотах, что делает его резким с самого начала. В динамическом режиме трансмиссия дольше удерживает передачи, обеспечивая высокую мощность. Хотя 8 скоростей переключаются быстро, я использовал подрулевые переключатели на протяжении большей части подъема в гору для более быстрого переключения на пониженную передачу. Рулевое управление быстрое и точное, а в динамическом режиме оно немного жестче. Но больше всего меня поразила управляемая езда на крутых поворотах. Несмотря на массивные 21-дюймовые колеса, платформа MLB также заслуживает большого уважения, поскольку она была разработана для поддержки более динамичных внедорожников, таких как Porsche Macan и Cayenne, вплоть до Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. Эта инженерия очевидна в SQ5, что помогает ему добиваться высоких результатов в каньонах, обеспечивая при этом комфортную поездку по автостраде. Созданный по тем же принципам, что и SQ7, SQ5 надежен на городских улицах и шоссе. Помимо плавности хода, больше всего впечатляет то, насколько тихо в салоне. Audi использовала акустическое стекло, чтобы предотвратить попадание внутрь практически любого шума, и это замечательно. В комфортном режиме кажется, что вы носите наушники с шумоподавлением. Включите динамический режим, и звук двигателя безмятежно усиливается через динамики. Несмотря на то, что поездка идет спокойно, система автоматической остановки запуска навязчива. При полной остановке, будь то движение с остановками или просто остановка, система чувствует слишком сильное желание выключить двигатель, вызывая очень заметную вибрацию и шум в кабине. Иногда система выключает двигатель до полной остановки, а иногда требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы включить двигатель. К счастью, водитель может отключить его нажатием кнопки. Audi SQ5 2021 года. В салоне улучшения, внесенные в трансмиссию, отражаются в салоне. Первое, что вы заметите, это увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный экран, который заменяет 7,0-дюймовый и 8,3-дюймовый дисплеи. Обновленная информационно-развлекательная система MIP3 добавляет беспроводные Apple CarPlay и Android Auto в качестве стандартных функций и получает более быстрый процессор для более быстрого реагирования. Экран находится в пределах досягаемости сидений водителя, и им легко управлять. В отличие от более крупных моделей, здесь нет двойных сенсорных экранов, с тактильным управлением все модели в линейке имеют один экран. Однако это не означает, что технологии не хватает. Audi Virtual Cockpit Plus возвращается, на этот раз с дисплеем Full HD, что означает, что карты Google представлены в лучшем разрешении. Наш тестовый автомобиль был оснащен пакетом Prestige $9600 США, который включает четкую аудиосистему Bang & Olufsen с 19 динамиками, массивный цветной проекционный дисплей, а также соединение Wi-Fi. UT, 3 порта USB и беспроводное зарядное устройство. Внутреннее пространство достаточно для взрослых среднего роста. При росте 6 футов 1 я чувствовал себя комфортно во втором ряду с сиденьем водителя, установленным в мое положение водителя. Места для головы было достаточно, но место для ног могло быть затруднено, когда третий человек сядет на заднюю скамейку, поскольку выступ трансмиссии довольно громоздкий. Мне не нужно было таскать какое-либо снаряжение во время аренды с SQ5, но при 25,6 кубических футах он казался достаточно вместительным для 2 больших чемоданов и пары ручной клади. Как и следовало ожидать, материалы на высшем уровне. От мягких, но прочных кожаных сидений Nepo до замши, на дверных панелях в SQ5 чувствуется роскошь. Жесткий пластик хорошо скрыт даже в тех местах, к которым вы не будете часто прикасаться, а общий дизайн салона шикарный и современный.
Audi Q5 2021 года. Безопасность, хотя и Q5, и остальная часть линейки Q5 стандартно поставляется с несколькими технологиями помощи водителю, адаптивный круиз-контроль с поддержкой движения в пробке и активный ассистент движения по полосе доступны за дополнительную плату. В то время как Toyota и Honda бесплатно оборудуют все свои автомобили передовыми технологиями безопасности, мы надеялись, что люксовые бренды сделают то же самое. Тем не менее, Audi включает в себя предупреждение о выезде с полосы движения, систему помощи при дальнем свете, систему помощи при парковке и предупреждение о перекрестном движении сзади в качестве стандартных технологий во всех из Q5. Audi Q5 2021 года. Стоит ли покупать? Audi Q5 2021 года стоит от $53 995 и предлагает хорошее соотношение цены и качества благодаря мощному двигателю и сложному шасси, но цены растут довольно быстро. Наша загруженная модель шла по цене $71 790, что на 32% больше, чем у базовой модели. Но из Q5 удается превзойти то, что могут сделать немногие внедорожники, одновременно уравновешивая спортивную динамику и комфортную езду. Это может быть дорого, но водить на нем одно удовольствие. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.